Снова привет всем. Хотел рассказать про диализ. Когда у человека перестают работать собственные почки, он нуждается в заместительной почечной терапии. То есть это процедуры, которые компенсируют утраченную функцию почек. На сегодняшний день официальная медицина имеет 3 вида заместительной почечной терапии. Первый, самый эффективный вид – это трансплантация почки. Но тут существует проблема, во-первых, с органами. Почему? Потому что их берут либо у родственников, либо у мертвых доноров. То есть у людей, которые умерли, у которых диагностировали смерть мозга. Но при этом остальные органы не пострадали. В таком случае у человека, у трупа, берут орган и пересаживают пациенту с почечной недостаточностью. Но тут очень много подводных камней, несмотря на все плюсы. То есть человек должен принимать иммуносупрессивную терапию всю жизнь, пока у него не работают почки. И также существует проблема подбора органов, потому что далеко не каждый орган подходит каждому человеку. То есть реципиент и донор должны быть генетически совместимы. Второй вид заместительной почечной терапии – это перитонеальный диализ. Он менее эффективен, чем гемодиализ, но как временную меру его используют. Я не буду вдаваться в подробности этого метода, не очень с ним знаком, никогда не делал его. Только скажу, что путем оперативного вмешательства в живот, в брюшную полость пациента вставляется такая катетер, трубочка, не знаю, как это правильно назвать. И целый день пациент раз в 4 часа заливает и выливает диализирующую жидкость, в которой, когда она попадает в организм, скапливаются токсины, и он их просто сливает в унитаз, условно говоря, в канализацию. И третий метод – это гемодиализ. Гемодиализ получаю я. В чем заключается эта процедура? Гемодиализ осуществляется с помощью аппарата искусственной почки. 3 раза в неделю по 4 часа ты должен приходить в отделение больницы, отделение гемодиализа или диализный центр, везде немножко по-разному все это организовано. И на 4 часа тебя подключают к аппарату искусственной почки. Для того, чтобы процедура была эффективная, на руке пациента формируется так называемый сосудистый доступ. Правильно это называется артериовенозная фистула. Этот, скажем так, вновь сформированный орган, новосформированный орган, потому что по факту это нарушение анатомии, должен работать ровно столько, сколько пациенту проводят диализ. Если он перестает работать, бывают такие случаи, когда он тромбируется, бывают случаи, когда его невозможно сформировать.
Вот. Его переделают. На этот период пациенту вставляют двухходовой подключичный катетер и проводят процедуру через этот катетер, но это менее эффективный. Вот. Также пациенты на гемодиализе, особенно те, которые прожили, делая эти процедуры там больше 5-7 лет, имеют ряд осложнений. Ну, чаще всего это нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Очень много пациентов страдают от поражения опорно-двигательного аппарата, ну и вообще всей костной системы. Вот. Очень нестабильный уровень кальция, фосфора. Нужно принимать постоянно препараты, которые поддерживают уровень кальция, снижают уровень фосфора. Также у пациентов существует проблема секреторной функции почек, отсутствие ее точнее. То есть диализ компенсирует только выведение токсинов и жидкости. Секреторную функцию почек гемодиализ не компенсирует вообще, совсем. То есть для того, чтобы поддерживать уровень гемоглобина, нам периодически делают курс препаратов эритропоэтина и железа. Это дорогостоящие препараты. Нужны препараты некоторым пациентам, которые снижают уровень калия. Вот. Но, тем не менее, несмотря на это все, есть случаи, когда пациенты живут 30, а то и 50 лет. Конечно, во многом это все зависит от качества процедур, от качества расходных материалов для гемодиализа, растворов, а также, немаловажно, от отношения человека к себе, пациента к себе, от его психоэмоционального состояния. Ну и еще ряда факторов, которые должен соблюдать пациент для того, чтобы жить долго и относительно активно. Спасибо за внимание.